Это видео наглядно представляет функциональные возможности онлайн-инструмента WUMOCA, который разработан в рамках проектов ЦАВА и финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии. Ученые из Германии и Центральной Азии совместно работали над проектированием и разработкой этого инструмента, который исследует эффективность использования воды в бассейне Аральского моря. В этом упражнении мы узнаем об очень важном индикаторе продуктивности воды, используя онлайн-инструмент WUMOCA. Таким образом, в данном видеоуроке представлено упражнение с использованием веб-инструмента WUMOCA для практического использования одного индикатора на разных уровнях агрегирования. Таким образом, будут выполнены функции загрузки и дополнительный анализ Excel. Показатель продуктивности воды полностью основан на данных дистанционного зондирования и климатических данных. Таким образом, для данного упражнения не требуется статический ввод. Теоретическим фоном продуктивности сырой воды является соотношение между продукцией, то есть урожайностью сельскохозяйственных культур, и затрат воды. В системе WUMOCA продуктивность сырой воды оценивается в килограммах на кубический метр потребленной воды, которая измеряется в фактическом испарении ИТАКТ. ИТАКТ – это вода, высвобождаемая в атмосферу в результате испарения и транспирации и представляющая собой воду, потребляемую для возделывания сельскохозяйственных культур. По этой величине учитываются различные источники, такие как вода для орошения, грунтовые воды и осадки. Значение продуктивности воды находится в диапазоне от 0 до открытого максимума, где 0 означает отсутствие урожайности и не способствует росту продуктивности воды. Анализ продуктивности воды в районах управления каналами. Откройте онлайн-инструмент WUMOCA по веб-ссылке. Выберите Узбекистан и Ферганскую область в вкладке «Фильтр области». Выберите индикатор WUMOCA «Производительность воды ЕТ в килограмме на кубический метр». Обратите внимание, что для данного анализа доступны только 3 основные культуры – хлопок, пшеница и рис. Выберите командную зону канала агрегации. Небольшое увеличение для лучшей видимости. Наблюдайте за регионами с наибольшей, наименьшей и средней продуктивностью воды. Щелкните в любой из командных областей канала и появится всплывающее окно, в котором будет показана гистограмма продуктивности воды для сельскохозяйственных культур за несколько лет. Исследуйте и наблюдайте производительность сырой воды для нескольких регионов. Закройте гистограмму и наблюдайте пространственные вариации растворов за несколько лет с помощью временной анимации с помощью ползунка «Год». Исследуйте высокую, низкую и среднюю продуктивность воды. Выберите любую область управления каналом на открытой карте, щелкнув мышью. В левой нижней части открытого экрана нажмите на кнопку «Скачать карту командной зоны» или таблицу. В закладке «Параметры загрузки» выберите фильтр, выберите его командную зону. Можно проверить счетчик, сравнив название с гистограммой. Выберите формат загрузки как таблицу Excel. Выберите все в выбранном году в закладке «Параметры выбора индикатора». Выберите продуктивность водопользования, кликните «Загрузка», и данные будут загружены в файл Excel. Откройте этот файл и выполните некоторые базовые статические расчеты для расчета максимальных, минимальных и средних значений продуктивности кустарниковых водопоев. Сравнение данных управления ирригационной системы в управлении ирригационной системы бассейна. Откройте инструмент WUMOCA онлайн, выберите Узбекистан в списке стран и Нарын-Сырдарья в списке основных органов управления ирригационными системами. Из списка органов управления системой образования выберите все органы управления поливной системой Нарын-Сырдарьи. Далее из списка индикаторов выберите производительность воды ЕТ килограмм на кубометр. Убедитесь, что выбранный уровень агрегата является органом управления растительной системой. Нажмите кнопку загрузки карты или таблицы ИЗА и в таблице параметров загрузки выберите отфильтрованный ИЗА Нарын-Сырдарьи
Убедитесь, что формат файла загрузки Excel и выбрана опция «Все годы». В данном индикаторном разделе выбрана производительность воды. Нажмите кнопку загрузки, и данные будут загружены в формате Excel файла. Откройте файл, и вы увидите, что присутствуют только органы управления растительной системой, расположенные внутри управления растительной системы бассейна Нарын-Сырдарьи. Рассчитайте среднее значение производительности воды для всех органов управления растительной системой. Скопируйте рассчитанное значение производительности воды и вставьте в новую колонку во втором ряду. Назовите значения для каждой культуры. Могут быть отклонены значения продуктивности воды для каждого полива от средних значений, чтобы увидеть, какие органы управления поливной системой бывают выше или ниже средних значений за различные годы. Результаты могут быть показаны на линейном графике для лучшей видимости и удобства сравнения. График между различными регионами по оси X и отклонение продуктивности сырой воды от средней продуктивности роста воды по оси Y. Регионы с более высокой или более низкой продуктивностью воды для растениеводства могут быть легко идентифицированы. Спасибо!